Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Вот постоянно во мне борется желание выбросить все джинсовые обрезки и стремление что-то из них сделать. Ну, выкинуть мы всегда успеем. А сейчас попробуем немного пофантазировать. Для начала всем обрезкам придадим правильную форму. Выровняем до прямоугольника или квадрата. Для дальнейшей работы приготовим основу. У меня это кусок плотной мебельной ткани. Еще нам понадобится клей-карандаш. Кусочки джинса укладываем на основу и фиксируем клеем-карандашом. Он растворяется водой, поэтому им можно работать с тканью. Конечно, укладывать вы будете по своему вкусу, но с краев желательно разместить крупные детали. Следующий этап: надо хорошенько прошить, простегать нашу заготовку. Попробуем сделать швы под углом, по диагонали. Так будет интереснее. Удобно работать с лапкой для параллельных швов. Полотно прошиваем по всем направлениям. Заготовка получилась очень интересная. В принципе, уже можно ее использовать. Но нам ведь хочется немного больше. Нам хлеба не надо, работу давай. Водорастворимым маркером нарисуем веточки, а вышивать их будем нитками и рис. Шов елочка. Выводим иголку на лицевую сторону. Делаем стежок вниз. Затем иголку выводим в сторону. Протягиваем нитку на другую сторону, а иголку вытыкаем из центра. И опять делаем стежок вниз. Получается такая веточка, елочка. Добавим в узор кружочков. Их сделаем из петельных стежков. Еще можно сделать кружочки из цепочки тамбурного шва.
Центр заполнить звездочкой, а вокруг цветка сделать окружность самым простым швом вперед иголку. В композицию можно добавить уже готовые кружевные элементы. У меня это бабочки и сердечко. Их пришьем небольшими стежками, нитками в цвет. А толстыми нитками сделаем самые простые звездочки. Здесь можно проявить всю свою фантазию и использовать самые разные декоративные швы. Очень красиво смотрится всем знакомый шов-козлик. Чтобы он получился ровным, надо сначала нарисовать две параллельные линии, а потом шить по ним. Есть еще очень интересный шов веточки. Смотрите, запоминайте, как он шьется. И получилась прелестная заготовка. Нежный воздушный рисунок поверх джинсового безумия. Работу с ней мы еще продолжим. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на все мои группы в ВК и Одноклассниках, чтобы не пропустить мои новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!